Здорово всем, вы на канале School PV. Сегодня у нас гайд по Уфе. Охуеть, я аж стихами заговорил. Что из себя представляет ущелье Феникса? Это данж чисто для кача. Незамысловатый данж, доверху забитый мобами. И в конце один босс. Но идти туда качаться без гиперов нет никакого смысла. Гиперы это камни познания, которые увеличивают получаемый вами опыт за убийство мобов и боссов. Где их получить? Первые свои гиперы вы получите на халяву в подарок. Дальше вы их сможете получить за ежедневную регистрацию и покупать у людей. Люди покупают их в геймшопе и продают за юани. Как пользоваться гиперами? После того, как вы их купили, или получили на халяву, неважно. Нажимаете на кнопку развития, камни познания, и у вас здесь появится табличка с колонками. У меня она сейчас не появляется, так как у меня гиперы уже активированы. А у вас вот здесь на весь экран появится табличка с колонками вариантов, какие вы можете выбрать себе для активации. В колонках будет написано, насколько будет увеличиваться опыт, время штрафа, время, насколько вы активируете гиперы и сколько гиперов для данного варианта нужно. Но я вам советую брать вариант, который, наверное, берут 100% игроков Perfect World. Это самое большое количество опыта, x12. Вы в 12 раз будете получать больше опыта за убийство мобов. Длится 1 час и нужно 5 гиперов. А там уже выбирать вам. Вы можете взять какой-нибудь вариант на 2 часа, но там вы будете получать меньше опыта. После того, как вы активируете гиперы, у вас появится вот такая вот табличка. Здесь 3 колонки. Рассмотрим первую. Бонусный опыт. Это, собственно, то время, которое было в первой табличке. Час, 2, то, которое вы выбрали. После того, как вы активируете гиперы, вам не нужно целый час там пыхтеть возле мобов, потому что вот у меня только час, нужно использовать гиперы. Нет, время у вас не идет. Вы сами выбираете, когда его включать. Вот есть кнопка начать. Когда вы ее нажмете, тогда вот этот таймер начнет уменьшаться. То есть у вас начнется увеличенный опыт. Когда вам нужно будет закончить это, вы нажимаете остановить, и таймер остановится. То есть, если вы будете разумно пользоваться гиперами, вам часа этих гиперов хватит, на месяц. А разумно это, допустим, вы пошли в УФС пати, вы собрали кучу мобов, включили только тогда гиперы, убили кучу мобов, выключили гиперы. И так все время. Если вы, конечно, там собрали пати, зашли в УФС, сразу врубили гиперы и только после 6-го захода их выключили, то да, вам хватит их всего лишь на пару дней. Другая колонка. Штраф. Что это такое? Когда будет идти таймер штрафа, если в этот момент вы включите гипер и нажмете кнопку начать, вы будете получать меньше опыта, не то, насколько вы поставили. Поэтому, когда начнется время штрафа, забудьте про гиперы, не идите в УФ, подождите сутки, пока пройдет штраф. Потом будете спокойно пользоваться гиперами. Третья колонка. Отдых. Тоже, когда вы активировали, у вас будет здесь определенное количество времени. Отдых идет сразу. То есть счетчик штрафа будет идти после отдыха. Вот пока у вас есть отдых, вы можете сгонять в УФ. Только поставили гиперы, можете идти сразу в УФ. И не париться. Но как только время отдыха заканчивается, начинается время штрафа, и вот тогда вам придется забыть про гиперы. И еще, я говорил, что гиперами нужно пользоваться разумно. То есть собрали кучу, там включили, убили, выключили. Это все хорошо, но тоже делайте это с умом, потому что гиперы включать и выключать можно всего лишь 10 раз в день. После того, как вы 10-й раз их включите и выключите, вы их в этот день уже больше не включите. Поэтому просто так беспонтово не клацайте кнопку начать, иначе вы просто потеряете кучу опыта, а вместе с вами и ваши пати. Потому что они включат гиперы, а вы нет, соответственно, опыт будет резаться и им, так как вы все находитесь в одной пати. Теперь что касается пати. В ущелье Феникса допускается 6 человек. В вашей пати обязательно должны быть 4 профы. Это первый жрец, так как он хилит все пати. Второй оборотень, тот, который танкует. Он собирает мобов. Собирает, естественно же, там не маленькая кучка, он пол-УФ собирает. Приводит их к вам и агрит на себя, чтобы они вам ебало не поломали. Должен быть воин, который дает массовый стан, когда танк приводит кучу мобов, чтобы они ему ебало не поломали, пока он черепаху юзает. Перед тем, как юзнуть агр. И вар кидает драки, чтобы дамагеры снесли эту кучу. И обязательно должен быть страж или маг, то есть карусель.
Она есть что у стража, что у мага. Тут уже кого найдете. Остальные две профы на ваше усмотрение, вообще любые, какие вы найдете. Но вот эти 4 профы должны быть обязательно. Жрец, оборотень, воин, страж или маг. И еще в ущелье Феникса есть ограничения по уровню. Их вы можете сейчас увидеть на экране. То есть, если вы, допустим, 30 уровень и хотите пойти в ущелье Феникса, вы не сможете взять себе какого-нибудь проводника сотого левела, как в Мираж или в какой-нибудь любой другой данж. Потому что он просто не попадет с вами в одно УФ. Вы можете быть в одной пати, одновременно зайти в УФ, но вы попадете в свое УФ, а он в свое. Единственное только то, что сотые уровни могут заходить в УФ 100+, и в УФ 95+. Ниже они уже не зайдут. Попасть в УФ можно через старейшину ущелья Феникса. Берете у него квест, и вас сразу перебрасывает в само УФ. У входа всегда есть 2 НПС. Вход в ущелье и выход из ущелья. Данж сейчас пустой. Здесь никого нет. Чтобы появились мобы, нужно взять квест у НПС вход в ущелье. И весь данж заполнится мобами. После того, как вы зашли, у вас в инвентаре появляется пропуск в ущелье, который будет у вас всего 15 минут. Так вот, за вот эти 15 минут вы должны успеть со своей пати сделать 6 заходов. Но это, конечно, по красавцу. Если по красавцу, вы должны сделать 4 захода, пройти пол УФ, 5-й заход вы должны пройти full УФ, и 6-й заход вы должны пройти full вместе с боссом. Но если вам в пати попадутся дегенераты, то вы не то что не вкачаетесь, вы даже потеряете опыт, и потеряете его нехило в этом УФ. На себе уже проверено, когда качался. Каждый член пати может взять квест всего лишь один раз на мобов. У НПС вход в ущелье. Как это все происходит? Вы зашли, один кто-то взял квест, появились мобы. Вы прошли, делаете пересбор пати, чтобы обновить данж. Пересобрали, вышли из данжа, зашли назад. И потом еще раз берете квест, только уже тот, кто его не брал. Так как тот, кто его брал, он уже его взять не сможет. И так пока все 6 не возьмут квест, не откроют УФ. Открывашка у вас вот этот ваш пропуск. Он у вас всего 15 минут. Это ваш пропуск сюда. С помощью него вы сюда заходите. То есть если вы не успеваете, вот вы делаете, например, 5-й заход, да, или 4-й. И у вас остается там вообще крополя времени на этом пропуске. Вы делаете пересбор, вы выходите из данжа, у вас заканчивается время пропуска, все. Назад в УФ вы уже не зайдете. Я сейчас пробегусь по УФ, просто чтобы вы посмотрели, что это вообще такое, что это за данж, что он вообще из себя представляет. Я сейчас иду без пати, так как это УФ 100+, и я сюда в принципе хожу в соло. По несколько заходов, мне пати здесь не нужна. Но сейчас я схожу один раз, просто чтобы показать вам, чтобы вы посмотрели. Вот видите, то есть пожертвую своими миллионными заходами в УФ ради гайда.
вот так выглядит Уфе. Естественно, когда я хожу сюда на несколько заходов, это все происходит быстрее. Я иду сюда с фулл бафом, с бафом Сина. Здесь и проходится у меня все намного проще. На этом все. Ходите в Уфе, качайтесь, теряйте опыт из-за идиотов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!